Всем привет! Страшное землетрясение в Турции отразится не только на российской туриндустрии. Пострадает много других важных отраслей. Ведь после введения жестких экономических санкций в минувшем году, Турция стала одним из основных торговых партнеров России. В том числе пострадает и импорт автокомпонентов из Турции в Россию. В ночь на понедельник на юго-востоке Турции было очень громко, страшно и разрушительно. Там произошло мощнейшее землетрясение. Максимальная магнитуда толчков по данным Европейского средиземноморского сейсмоцентра достигла 7,8 баллов. Эпицентр находится в провинции Кахраман-Мараш. Воздействие ощущалось еще в 6 регионах страны. Обрушились сотни зданий. В районе деревни Топ-Багаз взорвался магистральный газопровод. На данный момент известно по меньшей мере о 6 тысячах погибших. Количество раненых 35 тысяч человек и продолжает расти. Впоследствии было зарегистрировано не менее 22 авторшоков, самый мощный из которых с магнитудой 6,6 баллов. В случае подобных трагедий новостные ленты обычно заполнены сообщениями о человеческих жертвах и разрушенных жилищах. Со своей стороны хочу высказать мои самые искренние соболезнования близким погибших. Но также стоит рассказать о потерях промышленных предприятий. Разрушились цеха и ангары, уничтожилось оборудование. Почему это особенно важно в призме турецкого землетрясения? В массовом сознании россиян Турция прочно ассоциируется с образом страны-курорта, солнечными пляжами и all-inclusive, производством качественной сельхозпродукции и одежды. Между тем в Турции работает более 1000 производителей, выпускающих самые разные автокомплектующие. Они снабжают весь мир как конвейерным оригиналом, так и запчастями, реализуемыми в автомагазинах. Кроме того, на турецкой земле функционирует 13 автосборочных предприятий, как легковых, так и грузовых. Среди них совместное предприятие с Renault, Ford, Toyota, Honda, Mercedes-Benz, Hyundai. Автозаводы, к счастью, расположены по большей части в северно-западной части страны и от землетрясения сильно пострадать не должны. Да и для нас их сохранность не особо важна, поскольку в России они свою продукцию не экспортируют, по крайней мере официально. А вот проблемы у турецких производителей автозапчастей отечественному рынку совсем ни к чему. Ведь они поставляют к нам самые разные компоненты и комплектующие, начиная с деталей подвески и заканчивая приводами трансмиссии и автоэлектроникой. Сбои в логистических потоках из Турции на российский рынок автозапчастей, и так не особо избалованный предложением, грозит увеличение сроков доставки заказных комплектующих, возникновением спонтанных дефицитов тех или иных видов автодеталей и, как следствие, ростом розничных цен в автомагазинах. Еще раз высказываю соболезнования близким погибших в Турции и Сирии.